Всем привет, дорогие друзья! Очень рад вас видеть. Давненько я не выходил на связь на этом канале. Так уж вышло, что за последние полгода мне пришлось пройти через пару непростых жизненных этапов. В общем-то, со всеми случается. И благодаря которым сегодняшний фильм будет заключительным во всей серии «Года мышц». Но, ребята, зато каким он будет? Ведь за все время работы над этим большим проектом, над «Годом мышц», мы переработали огромный массив знаний по теме создания физической формы. И теперь все вот эти вот наработки в виде мощнейшего, практичного концентрата вы увидите в одном фильме сразу, без распыления на серии. И вот вы даже не представляете, как много на всем этом пути нам попадалось пересказывание одного и того же, причем часто с сильными искажениями. На словах помпезных и сенсационных, но на деле нерабочих фишек, там всяких хаков, каков, лучших, худших упражнений, добавок там и секретов гипертрофии. И вот всем вот этим заполнен YouTube. Очень легко запутаться. Да, конечно, среди них порой попадаются хорошие и дельные советы, но зачастую даже это частности, нахватавшись которых тело не построить. Скоро вы узнаете, как на самом деле происходит рост мышц, что нужно делать, чтобы задействовать максимум волокон и дать им правильный стимул. Затем мы сформулируем главный закон гипертрофии и переведем эти знания в четкую практику, как выстраивать тренировку, подбирать упражнения, вес, повторы, прогрессию. Постепенно соберем настоящий план, которому вы сможете следовать, по пути развеяв кучу мифов и заблуждений. Я искренне верю, что мы должны тренироваться, чтобы жить, а не наоборот. Поэтому это не просто очередное видео про мышцы. Это попытка собрать целостную систему. Рабочую, достоверную, а главное простую, которая работает для нормальных, обычных людей, а не только генетически одаренных. Сегодня мы сосредоточимся на ключевом столпе – эффективных тренировках, которые запускают рост мышц. Это главный драйвер и фундамент изменений. Но этого мало. Без приверженности к тренингу не будет стабильности, и вы просто бросите занятия. Без навыков правильного питания и восстановления даже идеальные тренировки не помогут. А без поставленной техники упражнений вы рискуете получить травмы. Поэтому плюсом к фильму мы создали целую систему видео и постов, которые будут вашим сопровождением и помогут закрыть эти слабые места и избежать ошибок, которые мы совершаем каждый день. Мы назвали это движение «Мышечный манифест» и приглашаем всех вас присоединиться. Все бесплатно, в Телеграме, по ссылке в описании. Залетайте, будет мощно. Ну а теперь начинаем. Я, по-моему, где-то уже говорил, что залез в тему фитнеса лет так еще с 12, со времен, когда он только пробивался на YouTube. ЗИС, Грег Плит, плюшевая борода, Денис Борисов на фоне этих легендарных крючков, Арнольд Шварценеггер, его книга «Вспомнить все» прочитана лет в 13. Все, что тогда можно было смотреть, читать и пробовать, я смотрел, читал и пробовал. Затем рассвет индустрии. Peak Aesthetics Bodybuilding, Джефф Сейд, Дэвид Лейт, Стив Кук, Симеон Панда и прочие заморские ребята. Ну и, конечно же, сверху все возможные видео от наших и уже скорее более знакомых вам авторов. В какой-то момент я перестал быть просто зрителем и начал зарабатывать на фитнесе, работая тренером. Затем даже пробовал готовиться к соревнованиям Men's Physique, а затем стукнул ковид, я начал вести этот канал и, в общем-то, продолжение вы уже знаете. Короче, прохавал всю эту тему достаточно, будучи с обеих сторон и как пользователь, и как часть системы. И прежде чем начинать этот фильм, давать какие-то ответы, я вынужден кое-что сделать. Это соревнование по бодибилдингу. Именно здесь мы можем увидеть, на что способно человеческое тело в плане роста мышц. На сцене парни, которые положили во имя своей фигуры тонны ресурсов. И, конечно же, все это на фундаменте отличной генетики, иначе туда просто не попасть. А это точно такие же парни. Также пашут, живут своим делом, и с генетикой у них, поверьте, все в порядке. Но относительно первых, даже они не накачались. Просто они не используют стероиды. Это натуральный бодибилдинг. Вот он, примерный ориентир потолка естественных человеческих возможностей. А теперь смотрим на себя. А ну-ка быстро бросай булку хлеба! Бросай конфеты, чай, сюда, в спортзал, ко мне! Понимаете, к чему я клоню? Большинство из нас не может позволить себе вложить и 20% от ресурсов, что вложили эти ребята. И генетикой зачастую мы не одарены, поэтому, делить надо еще, наверное, минимум на 2. И
Вот рассказываю вам это все сейчас, я, наверное, делаю все, чтобы вы выключили это видео, ребят, но не спешите. Я вас еще обрадую, и создать хорошую форму нам абсолютно реально. Просто не забывайте, что фитнес – это индустрия иллюзий. Ей присущи манипуляции, продажа волшебных порошков и ложных надежд. И все это завернуто в паутину контента, где громкие заголовки часто важнее сути. И я сейчас даже не про какую-то там мораль или конспирологию, нет. Я просто еще раз хочу подсветить, что результата с большей вероятностью достигнет тот, кто иллюзиями не окутан, четко видит реальность и применяет правильные инструменты, которые при этом часто неприметны на фоне остального хайпа. Вспоминайте прошлое видео про генетику. Первые 2 года ваших тренировок могут дать самый крутой результат, вплоть до 14 килограмм мышц, что уже превратит вас в атлета. Это дает те самые 80% результата за счет 20% усилий. И именно сюда нужно обратить внимание большинству из нас. После 3-го года рост радикально замедляется. Чтобы создать фигуру, которую вы видите у любимых блогеров, в среднем нужно около 10 лет серьезных тренировок и хорошая генетика в придачу. Поэтому давайте сперва сформируем адекватную цель. Забрать свои 80% от возможной физической формы в течение пары лет. Все, прекрасно. Дальше можно перевести фокус на здоровье и качество жизни, тем более силовые тренировки в этом плане прекрасны. Да, мы даже целый фильм об этом сняли, о том, насколько они полезны. Мышцы будут расти и дальше, но уже как бонус, без нервов и лишних ожиданий. И в первый год тренировок, если делать все правильно, у вас будут самые крутые и заметные преображения. Возможно, многим из вас уже этого будет достаточно. Мышцы – это не просто куски мяса. Это шедевры биологической инженерии. Полноценный орган, совокупность мышечной, нервной и соединительных тканей, пронизанных сосудами. С их помощью организм превращает химическую энергию в механическую, позволяя биомашине перемещаться в пространстве. Эволюционно они созданы для движения, и миллионы лет человек использовал их только так. Но, как мы с вами узнали еще в первом фильме, благодаря таким личностям, как Евгений Сандов, люди начали понимать, что мышцы – это не только прикладной инструмент, но и эстетика, симметрия, красота, и что они могут увеличиваться от силовых упражнений, превращая человека в подобие древнегреческой скульптуры. А затем пришла наука. Исследования середины 20 века были первой попыткой человечества разобраться в этой теме. И если тогда их были единицы, то сегодня ежегодно выходят тысячи исследований. И весь этот массив данных позволяет нам системно разобраться, как силовые тренировки влияют на организм, как растут мышцы и что для этого нужно делать. Все начинается с микроуровня. Внутри каждой нашей мышцы сотни тысяч мышечных волокон. Внутри каждого волокна тысячи миофибрил. Именно благодаря этим мельчайшим структурам растут наши мышцы. Посмотрите на эти сложно различимые, но уникальные в своем роде кадры. Это не компьютерная графика, а настоящая миофибрила, которая в течение нескольких часов на наших глазах сперва утолщается, а потом и вовсе начинает делиться, и на базе одной миофибрилы появляется вторая. И если это произойдет с большим количеством миофибрил в волокне, то оно будет просто вынуждено увеличиваться в объеме. Или по-другому произойдет гипертрофия мышечного волокна. Так в науке называется рост мышц. Но этого мало. Одно маленькое волокно, оно ничего не решает. Ну вырастет и чё? Чтобы наш условный бицепс хоть немного визуально подрос, увеличиться в объеме должны сотни, а то и тысячи волокон. И здесь важно уловить первый вывод, который пригодится нам на практике. Мышца не растет вся целиком. Растут отдельные маленькие мышечные волокна. Если вырастет мало, отражение в зеркале не изменится. А значит, нужно тренироваться так, чтобы росло как можно больше мышечных волокон. Итак, теперь вы догадываетесь, почему большинство видов тренировок и активностей не помогают нам построить фигуру. Ну, по крайней мере, ту, которую мы бы хотели. И тут все просто. Для их выполнения организму не нужно включать в работу и гипертрофировать много волокон. Достаточно всего чуть-чуть. Да? И внешне этого никак не будет проявлено, никак не будет заметно, на фигуре особо не отразится. Я уж не говорю про плавание, йогу и пилатес, здесь все достаточно очевидно, но даже калистеника и тренажерный зал могут не дать нам желаемого без правильного подхода. Да, у кого-то что-то вырастет, но, скорее всего, в небольших пределах,
благодаря хорошей генетике или по случайности, если вы сразу попали в хорошую тренировочную систему. Если у нас нет понимания, как с помощью тренировок включить в работу и гипертрофировать действительно много мышечных волокон, мы теряем управление и пускаем процесс на волю случая. И сегодня, кстати, мы это исправим. И здесь я бы мог сразу перейти к практике и начать рассказывать: делайте такие-то упражнения с таким-то весом, да, и спина болеть не будет. Но в этом фильме мы не можем пройти мимо одной важной вещи – факторов мышечного роста, потому что именно они, да, запускают те процессы, которые ведут к гипертрофии мышечного волокна. Вот их актуальная схема на текущий момент. Куча сложных слов, вообще ничего не понятно, если честно. Если мы начнем приглядываться, кое-что знакомое всплывает. Гормоны, тот же тестостерон, muscle damage, он же микротравмы, метаболический стресс, он же жжение в мышцах. И так и тянет сделать отсюда целую кучу ложных выводов. Но позвольте мне сэкономить вам пару, так, наверное, лет неэффективных тренировок и сказать: да, все эти факторы важны. Они звенья одной цепи, безусловно. Но нашего внимания стоит только один – механическое напряжение. Это самый управляемый, надежный и практичный фактор роста. Поняв, как он работает, мы сможем выстраивать действительно эффективные тренировки. Не где-то там в уме, в теории, а на практике, на деле. Механическое напряжение отражает саму суть работы мышцы. Мы уже знаем, что мышцы созданы для движения, а когда мы совершаем любое движение, наши мышцы сокращаются за счет тех самых миофибрил. Но нам придется заглянуть еще глубже. Во время сокращения мышц внутри миофибрил происходит вот это великолепие. Головки миозина прикрепляются к нитям актина, создавая так называемые мостики, и буквально тянут нить актина на себя. Во всей миофибриле миллионы таких крошечных мостиков трудятся, чтобы сократить волокно. Вот оно, механическое напряжение в действии. Каждый мостик создает силу тяги, и вот эта сила тяги создает внутреннее давление. То есть чем больше одновременно подсоединенных мостиков, тем больше внутреннее давление, то есть тем больше механическое напряжение, если мы в этот ракурс это вывернем из чистой физики. Представляешь, вот у тебя идет трубка, и каждой трубке идет 10 мостиков. Вот если у тебя один мостик тянет, там даже цифры есть. От 3 до 6 наноньютонов сила тяги одного мостика. От 3 до 6, то есть мы видим уже разницу в 2 раза. И вот если один мостик создает напряжение в 3,6 наноньютонов, 2 это уже 6,12, ну и соответственно 10 это... Поэтому чем больше одновременно подсоединенных мостиков, тем больше суммарное напряжение. Здесь как бы все логично. Если с помощью тренировки мы создадим механическое напряжение достаточной силой, то организму придется сделать то, что он умеет лучше всего – адаптироваться. Он начнет повышать синтез белка и из него, из этого белка строить новые миофибрилы с этими прекрасными мостиками внутри, чтобы в следующий раз быть готовым и избежать перегрузки. И благодаря пониманию вот этой вот базовой физиологии и научным исследованиям, которые все это проверяют на практике, мы четко знаем, как создать достаточное механическое напряжение, а вместе с ним и стимул, который запустит мышечный рост. Для запуска стимула нам нужно всего 2 вещи – отягощение и приближение мышцы к отказу. Все. И на первый взгляд все это кажется какой-то банальной банальщиной, но дьявол в деталях, и мы с ними потом обязательно разберемся. Не спешите с выводами. Пока важно понять, что именно сюда нам нужно направить свой фокус внимания, а не распыляться непонятно на что. Ну, например, на это. Awesome. I love protein. I love protein too. Не спрашивайте, почему именно эта заставка, просто кто-то недавно пересмотрел «Звездные войны». Кстати, на мышечном манифесте мы будем разбирать еще больше таких мифов. Помните эту схемку факторов мышечного роста? Сейчас пройдемся по тем самым ложным выводам, у которых часто растут ноги именно отсюда. Когда спортсмен занимается тяжелыми тренировками, эта структура повреждается, в волокнах появляются микроразрывы. Организм сам восстанавливается, соединяя порванные волокна. В результате мускулы становятся крупнее и сильнее, чем раньше. Несмотря на то, что видео вроде бы древнее, миф очень устойчивый до сих пор.
А там, где микротравмы или разрывы, хочется сделать как будто бы логичный вывод, что и боль после тренировок – это клево. То есть если болит, значит ты качественно потренил, а кто-то после тренировки ног вообще еле ходит, да, и этим гордится. На этом графике наглядно видно, что первые недели тренировок у новичков почти весь синтез белка идет не на рост мышц, а на восстановление повреждений. А потом, по мере адаптации к нагрузке, баланс смещается, повреждений становится меньше, а с ними и мышечной боли, и почти все ресурсы синтеза белка идут сразу на рост мышц. Поэтому боль после тренировки может быть нормальной только в 3 случаях. Если ты новичок и только привыкаешь к силовым тренировкам, если у тебя был большой перерыв, или если боль еле ощутимая, скорее приятная. А во всех остальных случаях, когда тебе реально неприятно шевелить мышцы, давить на нее, это индикатор того, что ты просто переборщил. И те ресурсы, которые могли пойти сразу, да, причем на выращивание новых мышечных волокон, организм будет тратить на восстановление избыточных повреждений и только остатки ресурсов пускать в рост. То есть нужно достичь определенного уровня напряжения, но не нужно делать критическое напряжение, чтобы вот это все порвалось. Иначе много ресурсов будет затрачено на то, чтобы сначала восстановить, а потом как бы суперкомпенсировать. Получается такой отсроченный эффект. Поэтому, говорим, нам важно не достичь максимального напряжения, а какого-то умеренного напряжения, которое уже вызывает адаптацию, но в большом количестве мышечных волокон. Вот суть в чем. Идем дальше. Если во время упражнения вы чувствуете жжение в мышцах, то самое, да, значит, внутри накопились побочные продукты от их работы, которые повышают кислотность. Это называется метаболическим стрессом или по-простому, по-народному, как говорится, закислением. Многие на этом чувстве жжения строят свои тренировки, будто бы цель в том, чтобы как можно сильнее жгло. И вот кажется, да, что это какой-то важный, там, чуть ли не главный признак качественной работы мышц, потому что мы круто их чувствуем в эти моменты. Да, куча видео с тренировками на Ютубе до жжения делают этот миф еще устойчивее и крепче. Но, ребят, жжение, например, наоборот, может помешать тебе создать достаточное механическое напряжение, потому что ты просто не сможешь продолжать упражнения из-за вот этого жжения, из-за боли. Да и многим банально неприятно терпеть это жжение. Тренировка начинает ассоциироваться с болью и преодолением там, где это на самом-то деле не нужно. То есть, если вот этим вот жжением не уметь управлять, оно может даже помешать мышечному росту и вашей мотивации. Ну, во-первых, до жжения дойти намного проще, его как бы поймать и терпеть. То есть не нужно так сильно напрягаться. То есть люди – это такие существа, да, организмы, которые всегда хотят получить много, практически ничего не делая. Вот. Поэтому, когда тебе скажут, а ты должен поднять 100 килограмм на 10 раз, чтобы у тебя выросли ноги, мне что-то тяжело, я так устал. А здесь просто это как, я думаю, что это такой маркетинговый ход хороший. То есть люди пытаются как бы какими-то такими упрощенными инструментами заставить людей поверить, что они могут достичь такого же результата, как от тяжелых тренировок. Ну, такого, к сожалению, а может, к счастью, не бывает. Любимые гормоны, ну, конечно, куда же без них? Безусловно, они тоже имеют значение, но далеко не такое решающее, как многие думают. Во втором фильме мы это с вами уже обсуждали, да, и говорили, что постоянный уровень тестостерона в пределах физиологических значений почти не влияет на рост мышц. А всплески после тренировок, за которыми многие бегут, они кратковременны вообще и не оказывают заметного эффекта. Более того, есть исследования, где рост мышц происходил даже при очень низком уровне тестостерона у пациентов с раком простаты, которые принимают блокаторы тестостерона. В общем, ребят, когда мы с вами начнем выстраивать тренировку, то сфокусируемся именно на механическом напряжении. Насчет остальных факторов специально париться не нужно, они за ним подтягиваются автоматически. Будет и метаболический стресс, и микротравм в адекватных пределах мы тоже не избежим, и гормональные отклики произойдут, не переживайте. Просто как-то специально об этом всем думать и подстраивать под это свой тренировочный процесс не нужно. Итак, мы с вами проделали очень крутую работу и подобрались к фундаментальному пониманию гипертрофии. Запомните 4 главных слова: стимул, восстановление, регулярность, прогрессия.
Создай стимул в максимальном количестве мышечных волокон. Это запустит синтез белка, из которого и строятся новые мышцы. Остановись вовремя и восстановись. Мышцы растут не во время тренировки, а после нее, если дать им отдых и питание. Повторяй алгоритм по кругу, постепенно усложняя, иначе организм адаптируется и остановится в развитии. Можете поставить на паузу и хорошенько это осознать. Дальше мы будем строить всю систему на этих принципах. Я несколько раз переписывал этот сценарий, чтобы сделать из него последовательный системный материал, который не отвлекает вас, а с каждой минутой только углубляет понимание и раскрывает одну ключевую концепцию. Иначе будет перегруз. И по статистике, большинство из тех, кто это видео открыл, я же вижу в аналитике YouTube, они его уже выключили, как бы я ни старался делать его интересным. И мне приходилось вырезать много крутого и полезного материала. Не только по теме тренировок, но и, как говорил в начале, по упражнениям, питанию, восстановлению и приверженности. Важная тема. Делать из них видео на YouTube я, по крайней мере, пока не планирую. Поэтому, если вы еще здесь, и вы реально хотите что-то поменять, а не просто выключил и забыл, то у меня для вас есть кое-что особенное. Такого я еще не делал. Я распределил материалы на разные форматы. Видео, подкасты, аудиоподкасты, посты, кружочки. В общем-то, из всего этого многообразия получилась цепочка связанного контента. Потом мы с командой добавили туда немного интерактива, вопросов, заданий, моих комментариев, чтобы помочь вам не просто изучить материал для галочки, а осознать и отрефлексировать его. Все это разложено по дням, маленькими порциями. Удобно, понятно и легко, в общем-то, можно проходить между делом. И все это, ребят, повторюсь, бесплатно в Телеграме. 1000 человек уже присоединились, не хватает только кого? Тебя. Переходи по первой ссылке прямо под видео. Ну и, конечно, это еще не все. Для тех, кто хочет результат под ключ и минимум заморочек, мы уже несколько месяцев готовим полноценный курс, в котором проведем тебя за руку, поможем выстроить систему тренировок с нуля под твои условия и снабдим всем необходимым для быстрого, но при этом комфортного достижения результата. Для тебя приготовлена вторая ссылка под этим видео. Увидимся. Это график того самого синтеза белка, который повышается в ответ на стимул и строит новые мышцы. Посмотрите, как недолго он держится на пике, а после второго дня и вовсе падает почти до исходных значений. И кажется логичным через 2 дня повторить тренировку, чтобы снова подстегнуть синтез белка. Но этот систематический обзор, а это, к слову, обобщение десятков исследований, показывает, если недельный объем нагрузки одинаков, о нем мы с вами поговорим позже, то не так важно, как часто тренировать мышцу. Можно сделать весь объем нагрузки на одной тренировке, а можно распределить на 2 или на 3. Результат будет примерно одинаковым. И вот здесь рождаются многим из вас знакомые схемы тренировок. Сплит, фулл-бади, вверх-вниз, тяни-толкай. Все вот это просто инструмент организации и распределения объема нагрузки по неделе. Дальше уже вопрос предпочтений, условий, ресурсов и задач. От этого зависит ваш выбор. Но я ж экономайзер вашего времени, поэтому сразу скажу, ребят, подавляющему большинству из нас подойдет именно full body. Это схема тренировок, в которой мы прорабатываем все нужные нам мышечные группы на каждой тренировке. И вот здесь можно начать загибать. Ее проще встроить в свой график, потому что большинству будет достаточно 2 тренировок в неделю, не 4, не дай бог, там не 5. Если пропустил тренировку, это не так страшно, потому что все нужные мышцы получают стимул на каждой тренировке. Тренировки занимают меньше времени за счет чередования мышц. Пока отдыхает одна, ты можешь работать над второй. Оптимальное восстановление между тренировками и минимум лишних микротравм, которые нам, в общем-то, как мы поняли, не нужны. Все это мы тоже получаем благодаря full body. Быстрее оттачивается техника, удобнее и гибче можно прогрессировать нагрузку. И можно еще очень долго продолжать. Я только начал разгоняться. В общем, пока что full body — это самое лучшее решение по соотношению эффективность-время. Так тренируюсь я сам уже последние лет 8. Так тренируются сотни тысяч людей. И по схеме full body сегодня сделано достаточное количество убедительных исследований. И, кстати, до эры стероидов спортсмены, например, великий Стив Ривз, активно использовал full body, что отражено в его книге.
Окей, мы выбрали систему Full Body и решили, сколько тренировок в неделю нам комфортно делать. Кому-то больше подойдет одна тренировка, но тогда она будет дольше и объемней. 2 тренировки – это оптимум для большинства, рекомендую начать именно с него. А 3-я тренировка добавляется по мере развития, когда подрастет общий объем упражнений и подходов. После того, как мы с вами определились с количеством тренировок, встает следующий вопрос. Какие упражнения делать? В каком порядке их делать и как их выполнять? И вот здесь многие утопают в трясине заголовков. Лучшие упражнения на грудь. Худшие упражнения на спину. Чувство мышечной группы – это все. Замедляйся в негативной фазе, так лучше растут мышцы. Но когда дело доходит до проверки гипотез, как, например, в этом систематическом обзоре, который объединил 26 исследований по теме негативной и позитивной фазы, вдруг оказывается, что нет никакой значимой разницы. Так и с кучей других заморочек, на которые мы раньше тратили время. Я раньше, например, активно продвигал идею концентрации на мышцы. Нужно не столько вес поднимать, а сколько на мышцы концентрироваться во время движения. Наша задача пронапрягать ее 3 по 15, а не поднять 3 по 15. Но на самом деле все это игрушки продвинутых атлетов. И для большинства нормальных, обычных людей не так важны, как это малюют. Но что действительно важно в упражнении? Твой личный комфорт. Запоминай. Ты выполняешь упражнение в корректной технике, и оно подходит твоему телу. Ничего не должно болеть, выворачиваться или скрипеть. Амплитуда и темп выполнения для тебя удобны. Ты чувствуешь контроль над упражнением. И тебе нравится его делать. Если не любишь жим лежа, выбери другое. Мышцы без разницы, она не отличает штангу от гантели. Вообще вот говорить о том, что какое-то упражнение лучше, какое-то хуже, это вообще непрофессионально. Вот каждое упражнение выполняет определенную задачу, которую ты, как человек, который тренируешься или как тренер, ставишь либо перед собой, либо перед своим подопечным. Все. Для тебя может быть одно упражнение лучше, потому что у тебя там свое строение, соотношение там рычагов там и т.д. и т.п. У меня другое. У меня мышцы немножко по-другому крепятся, да. Немножко там брюшко покороче, сухожилие подлиннее. И я буду твое упражнение вообще не воспринимать, оно мне будет только дискомфорт принимать. Значит, не значит, что оно плохое. Тебе-то оно подходит, правильно? Для тебя оно хорошее. Упражнение – это просто инструмент, который мы выбираем только лишь для того, чтобы в нужной нам мышце запустить стимул. И все. И мы уже с вами знаем, что для этого нужно. Отягощение и отказ. Не так важно, с помощью какого упражнения ты этот стимул запустишь. И даже постоянно чувствовать мышцу во время упражнения не обязательно, если техника корректная. А всякие там танцы с бубном и поиск хитро выдуманных упражнений, там, фишек, углов, манеры выполнения разумно начинать тогда, когда ты освоил всю базу, стабильно занимаешься хотя бы 1-2 года и хочешь углубляться дальше. Но это совсем не обязательно. И, конечно, если мы строим тренировку по Full Body, нам понадобятся многосуставные или по-другому базовые упражнения. Эти упражнения задействуют сразу несколько суставов, поэтому в работу включаются сразу много мышечных групп. Их делят на 3 вида – базовые упражнения на грудь, на спину и на ноги. Это основные и самые большие мышцы, которые формируют фигуру, плюсом задействуя множество мышц-синергистов. И этого вполне достаточно, чтобы прокачать почти все тело. А чтобы вам было проще выбрать подходящие для себя упражнения, мы выложим их списком в Телеграме по все той же ссылке в описании. Односуставные упражнения, да, или по-другому изоляция, они полезны, чтобы проработать мышцы, которые в базовых упражнениях слабо задействуются. Ну, например, мышцы пресса. Икры, да, там черные, красные и так далее. Большинство остальных мышц, ребят, они хорошо растут от базы. Но из-за генетики и прочих индивидуальностей у кого-то слабее откликаются бицепсы, у кого-то трапеции, у кого-то дельты, приводящие мышцы бедра. У всех по-разному. И в таких случаях их разумно дотягивать изолированными упражнениями. Но только тогда, когда ты реально заметишь отставание. А пока мышц у тебя в целом еще немного, да, или там не видно вот этой разницы, не нужно перегружать себе голову и тратить ресурсы. Сконцентрируйся на фундаменте.
И, пожалуйста, не спешите распыляться на множество упражнений. Я знаю, как сильно, наверное, это хочется сделать. Взять одно, второе, третье упражнение там на каждую мышцу и начать все их делать, думая, что, в совокупности они как-то лучше будут работать. Но разнообразие не делает тренировки эффективнее. Оно скорее запутывает, усложняет жизнь и мешает стабильному прогрессу. Чтобы нормально расти, нам достаточно всего 1-2 упражнений на каждую мышечную группу. Например, для груди это жим лежа и отжимания на брусьях. Все, достаточно. Выберите только подходящие для себя и сфокусируйтесь, отточите технику, адаптируйтесь, начните прогрессировать в весах. Пока этого нет, добавлять новые упражнения смысла тоже нет. То есть, условно говоря, если у тебя есть определенная цикличность этих упражнений, где ты можешь отслеживать прогрессию, это нормально. То есть, к примеру, ты делаешь 3 разные упражнения на грудь в 3 разных дня, но каждую неделю они у тебя все 3 повторяются. Но если ты тупо приходишь и там на тренировку, сегодня я вот это поделаю. Сегодня я вот это поверю. Вот это уже получается как бы все будет во вред. Понятно, опять-таки, какие-то уникумы, да, генетически одаренные, у которых вот есть вот это ощущение, вот это, чувство мышцы, вот это близости там к отказу, напряжению. Они могут менять каждый день, да, некоторые есть такие. Если в натурашку так пробовать, будешь, как говорится, погонишься за 3 зайцами, ни одного не поймаешь. Итак, теперь наш план выглядит примерно так. 2 фулл-бади на неделю, и на каждой есть базовые упражнения номер 1 и номер 2 для ног, спины и груди. И по желанию и возможности можно добавить 1-2 упражнения на изоляцию. А 3-й день на неделе может служить буфером для дополнительных упражнений в будущем. Окей, мы определились с количеством тренировок и выбрали упражнения. Но все еще непонятно, какой взять вес в этих самых упражнениях и сколько сделать повторений. И вот здесь, ребята, наконец-то рождается понятие отказа. Только не такого. Его оставим атлетам на химии. В нашем случае отказ – это невозможность продолжать выполнение упражнения в правильной технике. Подчеркну, в правильной технике. Даже несмотря на то, что мы могли бы выжать из себя еще 3-5 повторов, как только мы начинаем там извиваться, помогать себе другими мышцами, включать инерцию, вы это четко почувствуете. Техника ломается. Все, надо прекращать. Мышцы получили достаточный стимул, дальше только повышенный риск травм и перерасход без пользы. Отказ – это одно всегда. Невозможность закончить повторение без искажения техники. Все. То есть, если ты жмешь лежа, у тебя может там скорость замедляться, там какие-то... Но как только ты начал там вот какие-то вот такие вот движения делать, чтобы выше, все, у тебя мышца уже не тянет. Поэтому ты и меняешь рычаги, чтобы облегчить движение. Вопрос, а на какие мышцы ты теперь вот эти 2 повторения там делаешь? На какие? Целевая уже не тянет. Все, грудная уже не тянет. Иначе бы ты не стал делать вот это. То есть здесь как бы все очевидно. Поэтому технический отказ и у бодибилдеров про это всегда отказ в целевой мышечной группе. Когда самая крупная мышца, на которую ты нацелен в этом движении, она уже не справляется с нагрузкой, у тебя очень сильно начинают забирать все синергию. Кстати, именно поэтому некоторые грамотные тренеры так и говорят: технический отказ. Еще раз акцентируя на моменте, когда у тебя ломается техника. И в дальнейшем, когда мы будем говорить про наши тренировки, мы будем именно его и подразумевать. Исследования наглядно показывают, что достижение такого отказа в диапазоне от 5 до 15 повторений дает самый лучший стимул для роста мышц. То есть сразу становится подобрать легко рабочий вес. Бери столько, чтобы в этом диапазоне достичь отказа. Все просто. Для выполнения 5 повторений, да, если ты возьмешь низ диапазона, тебе придется взять вес побольше, а для выполнения 15 по верху диапазона, вес будет сильно меньше. Поэтому для удобства и подстройки, да, под разные ситуации этот диапазон обычно сужают. 8-12 повторений – это классика, золотая середина, которая подходит большинству. Здесь хороший баланс между весом и повторами. 5-8 повторений – это силовой режим, и у него есть свои преимущества, но его желательно использовать только с опытом. Ну а новичкам, конечно же, желательно начинать с 12-15, потому что вес снаряда будет ниже, а значит и безопасность будет сильно выше. Теперь наш план стал еще краше. К упражнениям добавился диапазон повторений и вес, но пока не бегите его замерять. В главе про прогрессию мы тут кое-что доработаем.
Когда ты выбрал упражнение, добавил вес и выполнил его до отказа в нужном диапазоне повторений, то совершил действие, которое зовется рабочим подходом. Важное слово, которое полезно запомнить. И представь, что один рабочий подход — это один стимул для роста твоих мышц, твоей конкретной мышцы. Но одного-то маловато. Большинству людей достаточно от 4 до 10 таких рабочих подходов на каждую нужную мышцу в неделю. Это подтверждают и исследования, и опыт тренеров. Ты говоришь 4-10. Вот я уверен, что 98% начнут с 10. А им, может, и 5-то много. Вот это очень важный момент, на который стоит всем обращать внимание. То есть начинай всегда с малого. Вот когда ты от малого не перестал прогрессировать нормально, тогда ты добавляешь. Еще раз отсылаю к Джо Вейдеру, которому приписывают химические там схемы. У него вот это full body. Первый месяц. Один подход в одном упражнении. Один подход. Но почему-то это никто не видит. Почему-то все думают, что вот он написал, надо делать 5. А потом, я перетренировываюсь, я не вывожу такую схему. Конечно, все не выводишь. Он пишет 1, а ты делаешь 5. Второй месяц он говорит, давайте 2 подхода сделаем. Заметь, целый месяц люди делали по 1 подходу, а потом стали второй, третий делать всего по 2. Они по 5, по 10. Или даже не 3 по 15, понимаешь? Но, как правило, люди это пропускают. А я уже все, я готов, я вот сейчас вот. Потом программа кривая, химическая, все это все для химиков, на натуралах это не работает. И вот все это, на мой взгляд, классно ломает стереотип о том, что, мол, чем больше ты грузишь мышцу, тем она лучше вырастет, да? Потому что в этом метаанализе, например, на 67 исследований даже вводят понятие убывающей отдачи, когда каждый новый подход после определенного порога уже не дает значимой прибавки. Самое большое количество стимулов получается за один подход, за первый. Потом чуть уменьшается, и вот самая такая прибавка значимая за 3 подхода. А вот после 3, между 3-м и 4-м разница уже минимальная, между 4-м еще меньше. Поэтому там показывают вот эту дозу, зависимость. Но получается, тебе приходится работать больше, а получать ты с каждым разом будешь меньше. Особенно если мы говорим, что ты не спортсмен, который только ест, спит, тренируется. Да, у тебя там работа, семья там, и т.д. и т.п. Также разумно разделить все эти подходы, сделать их не за раз, а размазать, распределить между тренировками по неделе, чтобы тело регулярно получало сигнал к росту и успевало восстанавливаться. И мы это, кстати, уже предусмотрели, выбрав full body 2 раза в неделю. Первые полгода тренировок и вовсе достаточно минималки. К примеру, в базовых упражнениях на ноги это 2 подхода в приседаниях и 2 подхода в выпадах в неделю. Все. То же самое и на другие мышцы. То есть, ребят, вы понимаете, это 20 минут тренировки, не больше. И это отлично может работать. Многие же сразу наваливаются и делают кратно больше, будучи новичками. А через несколько недель усталость от такого режима закономерно накопится. Это прямой путь к тому, чтобы бросить. Вообще, ваше удобство – это очень важный ориентир. Для большинства людей, которые занимаются 2 раза в неделю, я в том числе, 6 или 8 подходов в неделю на мышечную группу – это разумный потолок, максимум. Если делать больше, то тренировку придется растягивать, она будет слишком долгой, слишком выматывающей, и тогда придется добавлять 3-ю тренировку, чтобы часть объема на нее перебросить. А это не всегда удобно и часто просто не нужно. Окей, возвращаемся к конкретной тренировке. Помимо нужного количества рабочих подходов, нам важен правильный отдых между ними. Он зависит от 2 вещей. Во-первых, пульс должен успокоиться примерно до 100 ударов в минуту, а во-вторых, в следующем подходе ты не должен просесть больше, чем на 2 повтора. То есть, если в первом подходе ты сделал 12 раз в технический отказ, а во втором только 7, маловато отдохнул, нужно побольше. Поэтому время отдыха между подходами — это очень индивидуальная штука. Но в среднем это примерно 2-3 минуты. И, кстати, во время отдыха одной мышцы ты можешь пойти и сделать упражнение на другую. Это круто экономит время. Только не забывай про пульс. К нашей программе добавилось количество подходов, которое мы равномерно распределили между тренировками. Не забывайте, что важна сумма подходов за всю неделю, а не только на одной тренировке. Организм – машина экономная. И как только он адаптируется и привыкнет к нагрузке, которую вы ему даете, все,
можно забывать о гипертрофии. Поэтому прогрессия и постоянное усложнение нагрузки – это завершающий и очень важный элемент всей системы. Без нее механизм работать не будет. Возможно, вы слышали мнение, что мышцы нужно шокировать, постоянно удивлять. Особенно из уст зарубежных авторов. Часто это связывают с тем, что нужно давать новые упражнения, прожигать мышцы и еще что-то выдумывать. Но большинство сделает себе этим только хуже. Самый надежный и удобный способ – это прогрессировать в весе снаряда и повторениях. Их проще контролировать. Проще фиксировать, проще увеличивать. При этом с точки зрения эффективности лучше просто не найти, ведь это прямое управление механическим напряжением. Увеличение веса и числа повторений будут неизбежно заставлять мышцы адаптироваться. Метод так и называется – двойная прогрессия. И тут все очень-очень просто. Нужно один раз просто это осознать. Смотрите, в каждом упражнении мы уже выбрали свой диапазон повторений. Например, если новичок, то от 12 до 15. Важно подобрать такой вес рабочий, с которым ты в первом рабочем подходе на тренировке достигнешь отказа уже на 12-м повторении, то есть внизу этого диапазона. Все. Вот он, твой рабочий вес. Фиксируй его и дальше просто всегда с ним в этом упражнении тренируйся. Со временем ты станешь сильнее. И в первом подходе сможешь делать уже 13, потом 14, то есть все 15 повторов. И как только ты достиг 15, да, увеличивай рабочий вес настолько, чтобы повторения снова упали вниз диапазона, да, до 12. И опять по кругу. Я акцентированно говорю в первом рабочем подходе на тренировке, ребят, потому что не всегда получается в каждом новом подходе на тренировке сохранять одно и то же количество повторений с этим весом. Они могут проседать, и это нормально. Я уже говорил, что 2 повтора, просадка на 2 повтора допустима. Вот, поэтому мы меряемся именно по первому рабочему подходу. В уме это делать не получится, поэтому нам пригодится дневник тренировок, который вы ведете. Потому что дневник... Нет, не ведете? Так вы что, вы из этих? Вы те, которые... Те, которые думают, что просто так все будет. Да не будет! Если без терпения тут все перетрут. Дорогой телезритель, ты же не будешь паскудной тварью! Если ты не будешь делать, я тебе уроду так добавлю! Ребят, как вы собрались прогрессировать нагрузку, если вы нигде это не фиксируете? Это как строить дом и годами класть один и тот же кирпич. Хотя, если генетика крутая, то, наверное, пофигу. Кинь в него сникерс, кинь в него палку, он и на них сможет накачаться без всякой прогрессии. Для всех остальных прогрессия нагрузки и дневник тренировок – это критически, еще раз подчеркну, критически важно. И я рекомендую вам начать постепенно, да? Хотя бы с 1-2 упражнений, в которых вы начнете пробовать прогрессировать нагрузку, и постепенно, шаг за шагом, вы будете распространять это на всю свою программу тренировок. Для чего нужна прогрессия нагрузок? То есть, если мышца выросла, она стала сильнее. Значит, на каждое волокно стало меньше доставаться нагрузки при том же самом рабочем весе. То есть, всегда говорю, 10 мифибрил, 10 килограмм. Стало 12 мифибрил, они могут поднять 12 килограмм. Но когда ты берешь 10, уже на каждую мифибрилу где-то не 10, а условно там 9 целых там с копейк, то есть стало меньше. И организм смотрит, вы ничего не добавили. Я вам добавил работников, а вы их не используете. Но я их заберу обратно. И все. И вы там какое-то время подержите и откатитесь. Поэтому прогрессия нагрузок – это не самоцель, это необходимость. То есть ты делал 10 повторений до отказа. Пришел на следующую тренировку и сделал опять 10. То есть не надо тебе приходить и пытаться делать 11. Ты должен дождаться момента, когда у тебя мышца вырастет и сама тебе подскажет. То есть 10 было до отказа, а потом 10 стало так, что ты смог бы выполнить еще одно повторение. И тогда ты его делаешь. Соответственно, у вас там куча упражнений. Вы должны понять, где вы прибавили, где вы не прибавили. Без дневника тренировок большинство людей не справится. Большинство людей. Кто-то справится. Но всегда говорю, есть всегда исключение. Что ж, нашу программу нужно оживлять. Неделя за неделей повторения будут расти, и это важно фиксировать. Как только они выросли до верха диапазона, повышаем вес и начинаем сначала. И теперь у нас в руках не просто программа, а целая стратегия, которая может работать годами. Ну что, друзья, думаю, теперь вы понимаете, почему большинство людей так и не достигают нужных им результатов.
Казалось бы, все это фундаментальные вещи, наверное, многим из вас были известны, но единицы используют их в таком системном виде. А по-другому, увы, оно не работает. Да, все это может показаться сложным, и вообще, ну их эти заморочки, буду тренироваться интуитивно. И действительно, есть ведь люди, которые просто ходят в зал, на турники, особо не парятся и в отличной форме. Но вы много таких знаете. Ну, там либо стаж гигантский, либо генетика. И вы, конечно, тоже можете попробовать, но, скорее всего, потеряете время. На мой скромный взгляд, лучше сразу взять точные инструменты, правильно приложить усилия и получить предсказуемый результат. И сложным это лишь, оно ведь кажется. Начните постепенно. Кушайте эту систему как пакман, там, по кусочкам. Не набрасывайтесь на все сразу. И у вас обязательно получится. А упростить и ускорить все это дело помогут наши материалы в Телеграме. У вас есть все для того, чтобы начать. Остается сделать первый шаг. Спасибо за то, что досмотрели этот фильм до конца. Я очень благодарен за то, что вы продолжаете за нами наблюдать, поддерживать. И если вам понравился этот фильм, вы можете сделать вот эти вот простые действия, тем самым очень поможете распространить этот, надеюсь, полезный контент в массы. Потому что без вас, ребята, без вашей отдачи нам одним не вывести. Ну а я не прощаюсь.